Рука Георгия машинально коснулась ремня, и вдруг ладонь ощутила ребристое тело. Граната. Последняя. Я еще повоюю. Душманы наступали на него, будучи уверенными в том, что советский солдат абсолютно безоружен. А в этот момент волна мстительной ярости захлестнула десантника, и он, выдернув кольцо, замер в напряженном ожидании. Взрыв прогремел, когда трое духов подошли к нему вплотную. «Приветствуй, на связи, Нью-солдат». Это случилось 17 мая 1983 года. За совершенный подвиг лейтенанту Георгию Демченко было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Был ли он рад заслуженному признанию? Вы замечали, друзья, как красиво и возвышенно звучит фраза «Человек совершил подвиг и геройски погиб». Согласитесь, далеко не каждому суждено сделать что-то, способное вызвать уважение у людей, способное на долгие годы оставить у них память о себе. А бывает наоборот, уже с первых лет жизни человек словно начинает готовиться к чему-то особенному, выделяясь среди сверстников и на глазах становясь личностью. Георгий Демченко был как раз из таких особенных. Он учился в 5 классе, когда в Грозный, где тогда жила его семья, приехал брат его бабушки, дядя Боря, полковник. Георгий буквально ходил за ним по пятам, а вскоре за будущим героем стали замечать, что он зачастил в военторговский магазин. Потом отметили, что Георгий то звездочку на шапку прикручивает, то солдатский ремень застегивает. В ветреный зимний день кеды на ноги и в лес бегать. Притащил гирю, попросил сделать турник. Так в семье узнали, что он решил стать военным и уже готовится к армейской службе. Сразу после школы Георгий поехал сдавать экзамены в военное училище. Вернулся весь почерневший, провалился на сочинении. Вторая попытка тоже оказалась неудачной. В итоге его призвали в армию. Через полгода он прислал оттуда ликующее письмо. «Мне дали отличную характеристику и направление в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище». И вот в летний солнечный день Георгий бежит навстречу родителям от решетчатой калитки училища. «Радуйтесь, поступил». На 3-м курсе с ним случилась беда. Георгий схватил воспаление легких. Сокурсников попросил: не пишите родителям. Но болезнь оказалась серьезной. Капельницы, трубки, уколы, целый месяц только на каталке. Когда кризис миновал, вызвали в училище маму с папой. «Одно ваше слово, и мы Георгия комиссуем», — сказал врач. «Нет, за него, взрослого, мы не можем решать», — подумав, ответила мать. После нескольких госпитальных месяцев он написал в Грозный. Экзамен сдал наравне со всеми, меня похвалили. Пришел счастливый день. Сделали рентгеновский снимок. Врач удивлен, что эти прекрасные легкие мои. Воля, верность избранному делу, и на этот раз, как и у многих других крепких духом людей, оказались сильнее недуга. «Вам меня не придется стесняться», — сказал лейтенант Демченко, когда родные и близкие провожали его к месту службы. Вскоре из Пензы к нему приехала невеста Надя. Ему очень нравилось слово, обозначавшее его новое звание — лейтенант. «Слово-то какое! Ласковое, юное!» — смеялся он. И Надя это понимала. Он хотел свадьбу небольшую, но красивую. Но однажды пришел домой смущенный. «Не обидишься? Деньги я своему солдату отдал. У него мать заболела, теперь он может срочно лететь». В марте 1983 года Георгий получил новое назначение – Афганистан. Местом службы стал Джалалабад, центр провинции Нангархар. Там дислоцировалась 66-я отдельная мотострелковая бригада. 21 апреля в его личном деле появилась запись: командир мотострелкового взвода 3-й роты 1-го батальона. Из Афганистана он писал часто: «Здравствуйте, папа, мама и Таня. Это, конечно же, я. У меня все хорошо. Горы здесь очень похожи на наши, как в Осетии и Чечено-Ингушетии. Уже немного освоился здесь. Батальон у нас замечательный, десантный, так что я теперь десантник и еще гвардии лейтенант. В Афганистане все налаживается, входит в колею. Народ работящий, поворот к новой жизни чувствуется во всем. Душманы это тоже видят, хотя и находятся далеко в горах. Афганская армия делает все, чтобы жизнь народа была нормальной». Насчет десантного батальона Георгий не оговорился. 66-я бригада была развернута на базе 186-го отдельного мотострелкового полка
и 48-го отдельного парашютно-десантного батальона, в штат которого вскоре после прибытия в бригаду и был переведен лейтенант Демченко. «Ты волнуешься насчет моего перевода в воздушно-десантные войска», — написал он жене Наде. «День рождения ВДВ 2 августа, а это мой день рождения. Значит, быть десантником мне на роду написано. Я этим, честно говоря, горжусь. Не надо этого пугаться, тем более, что у нас все нормально. Будь спокойна и уверена за меня, и все будет хорошо. Ну что, разобрались мы с тобой, мой маленький стратег». Вместо поздравительной первомайской открытки он прислал Наде фотокарточку. На ней знамена и молодые десантники, чеканящие шаг. «Взгляни, с апреля я назначен знаменосцем, точнее, ассистентом знаменосца. В общем, все время, когда выносятся знамя части, я с ним. В части у нас все хорошо, со службой тоже. Уже получил 3 благодарности. Далеко не каждому доверяют сопровождать боевое знамя, а лейтенант Демченко получил такое право уже через месяц после прибытия в бригаду, да еще несколько раз был отмечен за отличную службу. Хороший офицер пополнил ряды советской армии. И кто знает, каких бы высот он достиг, если бы не та война. Это была обычная боевая операция по уничтожению выявленной разведкой банды душманов. Десантный батальон на вертолетах был высажен в горах северо-западнее Асадабада. Одна рота двинулась по ущелью Ганджагал, а 2 другие — по отрогам и склонам справа и слева, чтобы при обнаружении душманов окружить и взять их в огневое кольцо. Друзья, как вы считаете, могли ли последние догадываться о существовании именно такого плана нападения на них? Своими мыслями по данному поводу делитесь в комментариях под видео. Двигаться по гребню сложнее и медленнее, поэтому обе роты отстали, а 3-я ушла вперед. Но комбат не сразу обратил на это внимание. До кишлака, где по данным разведки засел на дневку отряд духов, было еще несколько километров. Свою лепту в разнобой в движении внес климат. В здешних местах май оказался очень жарким. Температура в тени достигала плюс 50 градусов. А откуда взяться тени в голых скалистых горах, когда солнце в зените, а ты весь как на ладони? Плюс с многокилограммовым грузом на плечах. Взвод лейтенанта Демченко был выдвинут в боевое охранение и шел первым, в паре сотен метров перед ротой. Георгий то и дело сверялся с картой, пока вроде бы правильно двигались. Выстрелы загремели в тот момент, когда взвод завернул за изгиб ущелья и потерял зрительную связь с ротой. Десантники бросились прятаться за ближайшие камни и в расщелины, открыли ответный огонь. В первый момент Демченко был ошеломлен этой канонадой, многократно усиливаемой эхом, но очень скоро сумел унять нервную дрожь, осмотреться и оценить обстановку. Духов явно было в несколько раз больше. Позади тоже гремел бой. Маджахеды стремились отсечь от взвода основные силы. «Всем отходить, я прикрою», — передал по цепи команду Демченко. Заметив, что недалеко лежит раненый гранатометчик, Георгий броском добрался до него, взял упавший гранатомет. Уловив момент, когда пули перестали щелкать по прикрывавшему его валуну, на секунду приподнялся, прицелился и выстрелил. Вражеский пулеметный расчет окутался облачком разрыва. Не мешкая, схватил вторую муху и снова выстрелил. Еще 2 автоматчика распластались на камнях. В ответ послышались вопли разъяренных духов, сосредоточивших огонь на позиции Демченко. Это позволило десантникам начать отступление. К Георгию подползли 2 бойца. «Товарищ лейтенант, мы с вами!» Демченко кивнул, взял у одного из них ручной пулемет и показал, где кому занять позицию. Бой разгорелся с новой силой. Огонь группы прикрытия снова заставил залечь кинувшихся было в преследование маджахедов. Георгий, хладнокровно целясь, бил короткими очередями, перестав обращать внимание на то, как что-то, словно пчелы, то и дело обжигает тело. То ли пули, то ли осколки камней, выбитых теми же пулями. Когда, клацнув затвором, пулемет смолк, опустошив последний магазин, Демченко лишь досадливо поморщился. Так быстро? Жаль. И отбросил раскаленное, но уже бесполезное оружие. Только теперь заметил, что оба десантника уже не стреляют, неподвижно лежат на земле. Схватил гранату, бросил в душманов, потом вытащил из кобуры пистолет. На фоне автоматно-пулеметной трескотни пистолетные хлопки совсем не были слышны. И Георгий не уследил, в азарте нажал на спусковой курок 8-й раз. А когда сообразил, то скрипнул зубами от досады и отчаяния. Неужели плен? Маджахеды, поняв, что у него кончились патроны,
перестали стрелять, встали и двинулись к валуну. Рука Георгия машинально коснулась ремня, и вдруг ладонь ощутила ребристое тело. Граната. Последняя. Волна мстительной ярости захлестнула десантника, и он, выдернув кольцо, замер в напряженном ожидании. Взрыв прогремел в тот момент, когда трое духов подошли к нему вплотную. Отбив нападение, рота бросилась на выручку своему командиру взвода, но было поздно, он погиб. Умер смертью героя, не оставив своих позиций, перед которыми позднее насчитали более 70 трупов бандитов. Лейтенант Демченко Георгий Александрович погиб. Ценой своей жизни он заплатил за жизни своих подчиненных, которые смогли вернуться к своим семьям. Это случилось в весенний день, в середине мая 1983 года. А в тот день, когда Георгию Демченко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, родился его сын Сергей. И знаете, это не случайное совпадение. Жизнь человека, пожертвовавшего собой ради других, не оборвалась, она продолжается. Похоронен Георгий Демченко на центральном кладбище Грозного. Одна из улиц этого города названа его именем. А в школе, где учился герой, в его честь установлена мемориальная доска. В 2007 году тело офицера по просьбе родителей было перезахоронено в городе Волгограде. В 2008 году на могиле установили обелиск в память о Герое Советского Союза, лейтенанте Демченко Георгии Александровиче. Не сожалеет ли его мать о том, что в свое время не забрала сына из военного училища? Кто знает, а вы бы сожалели, друзья? Расскажите об этом в комментариях под видео. И напоследок подпишитесь на канал, чтобы не пропустить видео, которое прямо сейчас мы для вас готовим.